Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как можно выгружать новые заявки из YouOnTravel в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые заявки из YouOnTravel в другие системы. Например, в Google таблицах вы сможете при каждой новой заявке добавлять новую строку, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных YouOnTravel. На этом этапе необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать новые заявки при их создании, выбираем действие «Загрузить заявки по дате создания». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт YouOnTravel к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет YouOnTravel. Далее необходимо перейти в раздел интеграции, API и Webhook. На этом этапе вам необходимо убедиться, чтобы были включены обе галочки. Также скопировать API ключ и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы YouOnTravel дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из ваших заявок. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных YouOnTravel успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите, чтобы на основании новых заявок из YouOnTravel добавлялась новая строка, выбираем действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, на которые будут добавляться новые строки из YouOnTravel. Теперь вы видите колонки Google таблицы, в которой можете назначить переменные из YouOnTravel. Если у вас в таблице в первой строке прописано название колонок, оно отобразится в скобках напротив каждой из них. Для того, чтобы добавить переменную из YouOn в колонку, необходимо кликнуть в нее и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из YouOnTravel, но также прописывать значения в колонке вручную. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы при каждой новой заявке из YouOnTravel. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!